Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот крошки-единорожки. Данная единорожка получается ростом 23 сантиметра без учета ушек. Ножки, ручки и ушки вязаны по ходу вязания. Мордочка, рог и крылышки пришивные. Итак, для вязания такой игрушки я сейчас расскажу, что нам понадобится. Понадобится плюшевая пряжа. На этот раз основной цвет у меня также будет белый. Достаточно будет чуть больше половины мотка Гималая Dolphin Baby. Дополнительный цвет на этот раз у меня будет розовый. Его понадобится совсем немножко. Это на начало ножек, ручек и на мордочку. Для гривы я использовала пряжу Alize Softy, вот такую вот разноцветную. Ее можно заменить однотонными цветами. Также Alize Softy, допустим, взять вот желтый, розовый отдельно, сиреневый, добавить еще зеленого можно. Либо же заменить Alize Softy на Himalaya Toffee Baby. Для вязания рога понадобится не плюшевая пряжа. У меня это полухлопок от Картопу в розовом цвете. Можно также использовать в бежевом цвете, можно в желтом цвете. Это уже на ваше усмотрение. Нам понадобится крючок. Основной крючок у меня это под номером 5. Вспомогательный крючок у меня это такой вот меньшего размера под номером 2. Нам понадобятся ножницы, маркеры для отметки новых рядов, швейная нить и швейная игла. Ею мы будем пришивать мордочку, рог и крылышки. Далее глазки на безопасном креплении, цветные, обычные, не блестящие, размер 8 миллиметров. Украшения. Вот я использовала здесь вот такой вот пластиковый бантик. На этот раз я не знаю, либо также будет у меня голубой, розового у меня нету, либо вот такой вот розовый тканевый бантик использую. Понадобится лента, чтобы завязать на ножках, и вот здесь вот на шее вот такой вот бантик. И наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Хочу обратиться к новичкам и гостям моего канала. Перед началом вязания обязательно посмотрите два моих видео, ссылочки которых я оставлю в описании под этим видео. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу дополнительного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. В следующем ряду делаем 5 прибавочек. То есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали, можно отметить новый ряд маркером. Следующие 2 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Вот этот вот последний столбик слегка распустим. На нем мы будем переходить. Ой, совсем распустила. На нем мы будем переходить к основному цвету. Берем плюшевую пряжу основного цвета, довязываем этот 10-й столбик. Далее в следующем ряду вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 убавку. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки.
Такую комбинацию повторим еще 2 раза. 1 столбик без накида, 1 убавка, 1 столбик без накида, 1 убавка. И заканчиваем этот ряд столбиком без накида. Отмечаем новый ряд. Розовую ниточку отрезаем. И хвостики эти завязываем на узелочки, прячем вовнутрь вязания. Наполним немного наполнителем. Итак, новый ряд отмечен. Продолжаем наше вязание. Следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 7 столбиков без накида. И по ходу вязания ручку наполняем наполнителем средней плотности, но ручку наполняем не до конца, где-то до половины, чтобы потом, когда будем вязывать по ходу вязания ручку, чтобы она хорошо прилегала к туловищу. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам и провязываем вместе 3 столбиками без накида. 1, 2. Последний столбик я провяжу вспомогательным крючком, крючком меньшего размера, чтобы этот столбик у меня получился более аккуратненьким. Протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Первая ручка у нас готова. Вторую ручку вяжем точно так же и переходим к вязанию ножек. Берем плюшевую пряжу дополнительного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Во втором ряду вяжем 6 прибавочек. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд будем вязать за задние стеночки каждой петли. И всего так провяжем 18 столбиков без накида. Далее новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем, как обычно, за обе стеночки каждой петли и вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. Далее вяжем 2 убавочки подряд, то есть провязываем 2 петли вместе за передние стеночки и вяжем так 2 раза. И до конца ряда вяжем 7 столбиков без накида. 7 столбик не довязываем до конца, на нем мы будем переходить к основному цвету пряжи. Итак, довязываем 7 столбик без накида основным цветом. Новый ряд отмечен. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1,
2, 3 и 6. Далее вяжем 2 убавочки подряд. 1 убавка, 2 убавка. Далее до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. В этом ряду у нас должно получиться 14 петель. Розовую ниточку отрезаем, завязываем хвостики между собой на узелочки и прячем вовнутрь вязания. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 5. Вяжем 2 убавочки подряд. И до конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. В этом ряду у нас должно получиться 12 петель. Отмечаем новый ряд. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 4. Далее вяжем 2 убавочки подряд. И до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. В этом ряду у нас должно получиться 10 петель. Новый ряд отметили и на этом этапе наполним ножку наполнителем. Также наполняем средней плотности. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд провяжем без изменения 10 столбиков без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 1 убавку. И до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. В этом ряду у нас должно получиться 9 петель. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Наполняем наполнителем по ходу вязания, но так же, как и ручки, наполняем только до половины, где-то вот до вот этих пор. Провязали. Далее вяжем еще 1 столбик без накида. Складываем наше вязание пополам и провязываем вместе 4 столбиками без накида. 1, 2, 3 и 4 я провяжу вспомогательным крючком. Далее ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, который спрячем вовнутрь ножки. Одна ножка у нас готова, вторую ножку вяжем точно так же и переходим к вязанию ушек. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1,
2, 3, 4. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так мы провяжем всего 2 раза. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Провязали. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, плюс 1 прибавка. Так повторим еще 1 раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, плюс 1 прибавка. Так провяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, плюс 1 прибавка. Так провяжем еще 1 раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, плюс 1 прибавочка. Так повторим еще 1 раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам, сложили 1 раз и складываем вот так вот 2 раз. И теперь у нас получается вот 4 ряда. И все вот эти 4 ряда будем провязывать вместе 3 столбиками без накида. Для чего мы это делаем? Легче, конечно, сделать так. Провязать сначала вот эти 2 ряда вместе, потом сложить и образуется опять 2 ряда и провязать вместе. Но если мы сделаем так, то потом, когда мы вяжем по ходу вязания ушки, и в конечном итоге у нас ушки не будут торчащими, они будут падать. Поэтому мы сразу же провяжем все 4 ряда вместе. Вот сразу сложим вот 1 раз и вот так вот 2 раз. Возьмем вспомогательный крючок, подхватываем все петли, подхватили вот как бы получается 2 рядов петли, потом подхватываем здесь вот петли, так здесь лучше подхватить следующую петлю, не первую, которая от крючка, а вторую от крючка. Подхватываем, протягиваем рабочую нить сквозь все 4 петли. И провязываем первый столбик без накида. Далее опять подхватываем все петельки всех 4 рядов,
Ниточку протягиваем, провязываем второй столбик без накида. И также последние 4 петли подхватываем. Здесь вот с краешку получается одна лишняя, то есть не лишняя, беспарная петля. Мы сквозь нее тоже протянем ниточку. На крючке у нас будет 3 петли. И провязываем их все вместе. Ниточку протягиваем, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик спрячем вовнутрь ушка. Одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же и переходим к вязанию рога. Берем неплюшевую пряжу, вспомогательный крючок, либо подходящий крючок под эту пряжу, у меня это под номером 2. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем наше кольцо. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 15. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения 15 столбиков без накида. Провязали. Далее вяжем соединительную петлю. Ниточку протягиваем и отрезаем, оставляя довольно-таки длинный хвостик, чтобы этим хвостиком потом пришивать рог к голове игрушки. Рог еще наполним наполнителем.
Урок единорожки готов, и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Крошка-единорожка». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!